Всем привет, с вами Дэн, и кто у нас сегодня? Ну, конечно же, Хамильтон, мы же видим надпись на коробке. И Хамильтон — это бренд, который у нас очень и очень любят, такой, можно даже сказать, в каком-то плане народный бренд. Понятно, что не самый дешевый, но довольно-таки качественный. Поэтому что мы с вами будем делать? Правильно, мы будем доставать вот эту деревянную красивую коробочку. Так, дальше мы смотрим, что у нас тут в комплекте. А в комплекте у нас гарантия, мануал и еще одна уже международная гарантия. А эта гарантия у нас от магазина Creation Watches. Брал на Джуми, как всегда. И не забываем, что на Джуми можно что делать? Правильно, можно платить рублевыми картами. Поэтому, собственно, удобно. Значит, открываем. Ага, пакетик. Давайте достанем из пакетика. Все, берем и... Ай, красотулечка. Так, красотулечка, винтажность какая. Это Hamilton Haki Aviation Converter Auto H76645540. Если я не ошибаюсь, в общем, референс у этой модели. А, собственно, вот он тут у вас на экране. Не ошибся вроде, не ошибся. И, ну, такая вот винтажная пилотская стилистика, которая, конечно же, здесь понятно у нас то, что здесь расчеты, да, для того, чтобы пилоты прям в полете критически важные параметры рассчитывали при полете. Конечно, это уже сейчас... Ну, логарифмический безель, да, может быть, пригодится в хозяйстве. Я думаю, что некоторые напишут, особенно фанаты подобных часов, фанаты авиации. Но больше, конечно, сейчас в наше время это такая вот, ну, как бы стилизация, потому что у нас есть разные направления в часовом дизайне. Есть пилоты, да, там есть дайверы, и большинство людей, конечно же, и не летают с этими часами, и не погружаются никуда, да, с этими часами, но любят такой стиль. Это все равно, что... сказать там, вот я люблю спортивный стиль, да, надеваю кроссовки, и значит, что я каждый раз в них именно бегаю, да, вот, поэтому, собственно, я просто знаю, многие подписчики, они немножечко этот момент как-то упускают, типа, а зачем нужны пилоты? А зачем нужны дайверы? Я живу в сухопутном месте и никогда никуда не хожу, кроме ванны. Вот, поэтому, как бы, чтобы люди немножко, может быть, задумались о том, что есть стилистика разная в часах, тем более вот такая вот историческая, как у этих Хамильтонов. Слушайте, ну я вам так скажу, они на картинке, что на официальном сайте, что тем более на сайте Джума, где вообще все картинки практически дурацкие, у Creation Watches. Если что, ссылку, кстати, оставлю в описании, но они вживую просто... Ох, они хороши. Вот этот цифер, этот такой безель широчайший, с кучей надписей, вот эта логарифмическая шкала, это очень красиво выглядит. И с этим, кстати, ярким кожаным ремешком, который, как всегда, у Хамильтона мне уже видится паршивого качества, но, слушайте, ну прям пушка-персик, вообще красота, офигенные, бомбовые часы. Они такие жизнерадостные, такие яркие, сочные, и здесь еще переливается циферблат, эффект солнечных лучей, и даже немножко градиент получается, потому что освещение по-разному падает. Он то черный, то прям такой ярко-синий. Но оттенок мне очень нравится. Читаемость шикарная, стрелки длиннющие, белым люмом таким ярким, сочным покрыты, и, соответственно, ну, ну офигенно. Я не ожидал. Я, честно говоря, думал, что могут быть прикольные, потому что Хамильтон умеет такое делать. Но в целом, все-таки, опять же, да, у них много пилотских часов, особенно хронографов, и кварцевые есть, и механические. Ну, как-то вот Хамильтон, они больше в полевые часы, там потом часы Элвиса, ну, вот это все такое, да. А вот как-то для меня всегда пилоты от Хамильтона были немножко на заднем плане, можно сказать. И вот эти мне просто очень-очень заходят. Ну, конечно, злые языки скажут: Дэн, да тебе нравятся вообще все часы, которые ты показываешь на обзоре. Ну, во-первых, не все, да, во-первых, не все. Я часто оцениваю часы вот, цена-качество. А с точки зрения дизайна далеко не все. Но я, знаете, я всегда уважаю труд людей, которые работают над часами. От дизайнеров, да, до тех, кто их собирал. Поэтому вот как бы хейтить те часы, которые сделаны нормально, я не считаю возможным. Короче, ну вот эти часы, это прям бомба. Это прям бомба, значит, на Creation Watches я их брал где-то там чуть меньше, чем 90 тысяч рублей. Уже, понятно, новый курс, все сказывается.
Вот, но это без учета купонов. Купон можно там всегда что-нибудь словить в районе 10%, так что вот на эту сумму можно где-то и рассчитывать. В общем, здесь, конечно, да, как мы видим, понятно, что это такое пилотские часы, они больше такие винтаж, хотя современный размер, современный корпус, длинные ушки, ну, такие, знаете, часы, в общем-то, 2023 года с такой толикой, ноткой вот такого пилотского старого стиля. Кстати, что-то вот похожее, может быть, как в современных некоторых линейках тех же Breitling. Ну, по сути дела, я думаю, что это Breitling, если вы хотите взять часы за более адекватную сумму. С моей точки зрения, Hamilton по отделке не сильно отличается от Брайта. Все-таки у Брайта это не главная их сторона. Ну ладно, это вот мы в сторону опять же отложим. Давайте поговорим, что у нас калибр здесь. У нас здесь H10, да, H10 от Hamilton. Запас хода 80 часов. Понятно, что это тот же самый Powermatic, просто они по-разному называются у разных компаний, входящих в Swatch Group. Nivachron там у нас есть, да, как я уже сказал, 80 часов запас хода. Ну и спираль баланса Nivachron, она, собственно, для того, чтобы точность хода была лучше в любых условиях. Поэтому понятно, что здесь премиальная именно версия этого механизма. И это неплохо, это неплохо. И 80 часов, опять же, это тоже хороший такой плюс. Тем более часы можно, раз они такие у нас пилотские, то почему бы им не быть часами для путешествий. Значит, сталь 316L по корпусу, сапфировое стекло, внутренний антиблик есть, 100 метров водозащита, ремешок коровья кожа. Ну и, собственно, вроде все про эти часы рассказал. Давайте смотреть. Глубокий у нас циферблат, но мы уже на него немножко с вами поглядели, да. Накладные метки достаточно такие тоненькие. Есть вторая шкала 12 часов между метками, да, и, собственно, стрелками. Есть такой современный логотип Hamilton, автоматик, минимум надписей, если так можно сказать про эти часы. Swissmade здесь затаился внутри. Безель у нас, понятно, что в обе стороны движется. И можно измерять здесь скорость, насколько я понимаю. Да? Ну, понятно, да, логарифмическая шкала, скорость, да и многие другие параметры. Я думаю, пилоты, может быть, и напишут нам в комментариях, что точно можно делать с этой шкалой для полетов. Да? Вот, а что у нас здесь за вкладка на безеле, сказать не могу, потому что в описании нигде не сказано. Собственно, предполагаю, что должна быть сапфировая вставка. Все-таки у нас ценник, там, почти в 100. Я думаю, это 100% здесь сапфирчик. Выглядит, кстати, здорово, когда здесь нет какой-то разницы, нет границы между безелем и стеклом. Как будто это единое целое. Но, как мы с вами понимаем, здесь безель у нас движется, и поэтому это не единое целое. Приятно так кожа, да, движется. Очень мягкий хват у этого безеля, он не фиксированный. Ну, традиция, опять же, да, дань традиции, можно сказать. Здесь все сглажено, все хорошо сделано. Большие сочные стрелочки, много-много всякой информации. В основном в современном мире уже не нужно. Заводная головка такая как бы двойная, большая, крупная, оперировать ей удобно. Дата есть, дата с синей подложкой, за это плюсик. Маленький такой здесь ребро у нас, да, на ушках, зеркальная полировка, а вся остальная часть корпуса сатинирование сбоку везде. Сатинирование очень даже приятное. Ну, верхняя линейка Hamilton, и сделана она, вот корпус мне прям нравится. Циферблат, корпус, все приятно, очень даже хорошо и качественно сделано. Неплохо. Ремешок без системы быстрой замены, потому что еще чего тут париться с висом. Да. Ремешок под крокодил с двойной, кстати, здесь такой застежечкой. Застежка прикольная, но сам ремешок всегда у Хамильтонов очень жесткий. Да, разносится будет хорошо, но не самого лучшего качества за эти деньги, я бы так сказал. Я не видел никогда у Хамильтонов нормальных ремешков за их стоимость. За стоимость этих часов. Ну, какое-то время можно будет носить, потом я бы что-то нормальное поставил. К тому же, этот фальш-аллигатор, это, как мне кажется, тем более не на самых дешевых часах, но это, конечно, какой-то... Фу. Плохо так делать, ребята. Зачем? Вот нахрена? Давайте ставить либо нормального аллигатора, тогда там чуть-чуть выше цены поставьте, либо поставьте просто ремешок. Какой-то аллигатор к пилотским часам, да еще и фальшивый, это какая-то ерунда, позорище. Вот. Но часы классные. И мы с вами еще, конечно же, должны посмотреть, какие здесь размерчики.
А размерчики такие, 43 по безелю, по корпусу будет поменьше. А давайте глянем, кстати. Корпус, он немножко, видите, сужается вниз, поэтому внизу они точно меньше в нижней части. Да тут уже 42. Тут уже 42. Но они так и заявлены на сайте, как 42. Ну, вполне. Неплохо. 11 высота, да при том, что там 100 метров водозащиты, нравится. 20 значит, по ремешочку, то есть стандартное все подойдет. И от ушка до ушка 52. Этот показатель самый важный, потому что ушки, как видите, такие весьма длинные. И не на каждую лапу может все это хорошо сесть. У меня 18,5 в обхвате, да, но как видите, ну уже я бы сказал впритык. Потому что корпус не самый маленький и уши достаточно большие. Для такого плана часов, да они еще такие плоские, ну, я думаю, что на 18, наверное, здесь будет край. А так вот размер от моего и выше будет самое то, что надо. Пилотские часы, да под кожаную куртку, до осени, ну просто вкусняшка. И мы с вами еще, конечно, должны это все дело взвесить. Вот на этом ужасном ремешочке 91 грамм. Ну, ужасный ремешочек, хейтеры, это я говорю, а тот ужасный для своей цены, конечно. Так, значит, слушайте, а я-то вам неправду сказал. Мне показалось, что здесь подложка синяя, а здесь подложка черная. Здесь подложка черная. Вот это прям, ну, фу. Расстроил меня Хамильтон. Ну ладно, зато стекло очень красиво прилегает друг к другу. Шикарный циферблат с полированной, кстати, у нас стрелки с прекрасной читаемостью. И вся вот эта печать, все эти микрометочки, циферки, которые, конечно, нахрен не пригодятся в хозяйстве. Ну, вы напишите, если вдруг кому-то пригодятся. Но я вот даже не знаю, как этим пользоваться и разбираться даже не хочу. Вот. Но это сделано все на высоком уровне. Корпус, полировка, сатин, здесь все тоже очень-очень приятно. Ну и механизм здесь стандартный, особо даже отделки какой-то не заморочились. Тоже, кстати, ребята, ну, могли бы тут попремиальней отделочку сделать. Но что есть. Итак, значит, что хочу сказать по итогам. Ну, во-первых, мне очень понравилась эта модель. То есть она в плане дизайна, как сделан корпус, как сделан циферблат, вот это вот все, как они кропотливо так подошли к вот такому винтажному пилоту. И особенно мне нравится вот это стекла на, собственно, стекло основное часов и стекло у нас на безеле. Как они сделаны, блин, офигенно, очень понравилось. То есть вот за это просто, не знаю, 10 из 10, даже 11 из 10, реально. Здоровская модель. Конечно, есть некоторые нотки, которые стоило бы улучшить. Да, отделочку механизма может быть, или тогда уже задней крышкой накрыть и сделать какую-нибудь красивую гравировку с каким-нибудь красивым старым самолетом. Например, ремешочек бы можно было постараться, ну, у Хамильтона это всегда так. Ну и подложка, конечно, черная вместо синей тоже как-то вот, ну, как-то вот, знаете, вот так вот, да ладно. И так сойдет, да. Но, к сожалению, вот так. Если брать эти часы по ритейлу, конечно, это бы все сильно повлияло на мою итоговую оценку. Но с учетом того, какие цены там на том же Джуме, они вполне себе адекватны с учетом бренда, марки, да, бренда и марки. Вот. В общем, модели, да, модельного ряда, я думаю, что адекватная цена. Поэтому, если нравится эта модель, я думаю, она вам зайдет. И такая прям хорошая, прям пусечка, прям вот она хороша. Вот на нее ремешочек бы годный поставить, и это будет просто вообще ракета, космос, все зашибись. В общем, на этом у меня все. Всем пока, с вами был Дэн, увидимся.